В один прекрасный весенний день заглянул кто-то из учебной части. Я сидела на первой партии, поманил меня пальцем, сказал: «Выйди». Стоят два приятных молодых человека в костюмчиках, галстучками. Сказали: «Вам придется приехать с нами». Все понятно. Ни наручники не надевали, ни под руку меня не брали, спокойно пошли. Я понимаю, куда мы едем. Заехали мы на Лубянку, посадили меня в бокс. 1 метр ширины, 2 метра длины. Я села одна и хорошо выдохнула. По-моему, я даже вслух сказала: вот теперь все, хуже уже не будет. Родилась я в семье кадрового военного. Папу арестовали в феврале 1938 года. Он был тогда заместителем начальника аэрофлота. И до этого за неделю, наверное, арестовали его начальника. Папа пришел совершенно черный с работы. Он ходил по кабинету. Я помню, несколько раз он сказал фразу такую: «Ну как же я мог не заметить?» Вы едете в хороший лагерь. Я не стала задавать вопросов, чтобы не совсем выглядеть дурой. Как лагерь может быть хорошим? Статья 58, пункт 10 критически относилась к мероприятиям партии и правительства. Часть первая, это значит индивидуальная. Значит, я агитировала сама себя. И поехала я в хороший лагерь. В Мордовию, Потьму, на швейную фабрику. Срок 10 лет. Зона была намертво закрытая. Мы были на особом режиме. У нас не было фамилий, у нас были на спинах и на головах, и на карманах номера. Было лагерных отделений. Я была на 27-м. Я думаю, что их было еще больше. Ну и в каждом хотя бы по 1000 человек, это как минимум. Газеты нам доставляли. Единственное, что, значит, в газетах сидели девочки в библиотеке, и они вырезали из газет все портреты членов Политбюро и Сталина, чтобы, не дай бог, мы не использовали эти газеты как, так сказать, по прямому назначению. 5 марта, когда объявили о смерти Сталина, в лагере была двоякая реакция. Многие радовались, их сильно и громко. Но было энное количество людей, которые хватались за голову, которые рыдали, которые бились в истерике. Причем по разным причинам. Некоторые боялись того, что вот единственный наш защитник – это Сталин, и что нас всех теперь постреляют прямо с вышек. Через несколько дней объявили это амнистию, и мы спалили дружно посреди лагеря, собрали кучу своих платьев и сожгли их торжественно. Сильных людей, мудрых людей
Сталин уничтожил всех. Неужели вы думаете, что была бы такая страшная война, если бы не было из 5 маршалов уничтожено 3? Скотина. Он уничтожил всех. И осталась Шушера. Остались всякие Хрущевы, Брежневы и прочие, заканчивая Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Они ему, извиняюсь, в задницу лизали. От чего? От страха. Страх за свою жизнь. Миллионы следователей, миллионы надсмотрщиков, миллионы конвоиров. Это же тоже были миллионы. Это был народ. Народ, который держали в жутком страхе. Как же можно наказывать целый народ? Потому что если сейчас такие девочки, как вы, которые ко мне приходят иногда, в конце спрашивают, а все-таки за что вы сидели? Хочется взять тяжелый предмет и дать по башке. А вы говорите, кто виноват? Все виноваты. И виноватых нет. Так повернулось колесо истории. Внимательно надо смотреть, кто над тобой стоит и кого ты слушаешь. Вот так, дети мои.